Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную тему, а непосредственно психосоматика болезней, которые характерны для вашего знака зодиака. Разбирать мы их будем с точки зрения и астрологии, и таро. Почему именно с точки зрения этих дисциплин? Потому что они точно и фактически точечно показывают взаимосвязь между человеческим организмом и влияние на него тех либо иных планет. Потому что когда вы рождаетесь, на момент вашего рождения фиксируется натальная карта, то есть на небе, и формируется гороскоп вашего рождения, по которому можно, так сказать, просчитать наперед, какие заболевания вас могут в течение всей жизни беспокоить или к чему вы в большей степени будете предрасположены. То, что сейчас я вам буду давать, это будет характерно для всех представителей знака зодиака Весы, но, конечно же, самым точным, самым правильным и точечным это будет индивидуальный гороскоп вашего рождения, то есть натальная карта. А общая характеристика покажет плюс-минус весь перечень болезней, который характерен для вас и на что вам нужно обратить внимание. Итак, все-таки почему же смотрим через астрологию? Потому что до 18 века изучение астрологии и ее связи с человеческим организмом, оно всегда входило в программу профессиональной подготовки врача. Современная медицина не прибегает к помощи астрологии, но астрология и таро нам до сих пор способны дать ответы на многие вопросы, которые касаются нашего здоровья. Какую с вами информацию мы можем почерпнуть из, допустим, вашего натала? В первую очередь мы смотрим на факторы, которые влияют на состояние здоровья и на вашу предрасположенность к заболеваниям. А это знак зодиака, в котором находится Солнце, а это знак, который находится в оппозиции к вашему солнечному знаку, то есть вашим знаком, который находится в оппозиции, является Овен. Поэтому частично некоторые из болезней знака зодиака Овен будут присущи вам. Дальше асцендент, или иными словами восходящий знак, поскольку он определяет во многом нашу внешность, наше общее физическое состояние и здоровье. То есть у кого-то из вас в большей степени будет отыгрываться состояние здоровья по асценденту. Кстати, заранее вас попрошу написать и, назову так, истинных весов, тех, кто и по Солнцу, по асценденту весы, и тех, у кого асцендент в других знаках. Характерна ли та информация, которую я вам буду давать для вас? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Конечно же, помимо всего прочего, мы еще обращаем внимание на знак зодиака, который содержит стеллиум. Стеллиум – это группа из 3 или большего количества планет в одном или из каких-то домов в вашей натальной карте. Ну и в целом любой астролог смотрит на планеты, которые, скажем, влияют на ваше состояние здоровья, и анализируем ось 2 и 8 домов и 6, 12. Почему непосредственно эти оси? Давайте разберемся и найдем на это ответ. 2 дом, он у нас связан с нашей энергетикой. То есть, иными словами, это энергонарушение по нашей вине, потому что 2 дом – это индивидуум, это наши ресурсы. То есть, если вы, не знаю, там чрезмерно переедаете или увлекаетесь алкоголем, курением, может кто-то принимает лекарственные препараты, от них зависим, или наркотические вещества, то это те наши действия, которые пагубно влияют на наш организм по нашей воле. То есть нас никто же не заставляет это делать. Безусловно, по 2 дому могут быть энергопробои. Ситуация, когда, допустим, на вас могут быть деструктивные программы. Но это настолько единичные случаи, поэтому я не беру этого во внимание. И 8 дом, если мы будем смотреть и анализировать, это дом смертельных заболеваний. Это клинические смерти, это тяжелые операции. Но по 8 дому у нас ситуация несколько шире, потому что с 8 домом могут быть связаны просто резкие обострения, не обязательно смертельного порядка. Просто сама по себе ось 2-8 домов – это ось кризисных ситуаций. Иными словами, это еще порядок причинно-следственных связей, потому что 2 дом и 8 дом показывают нам причины. 8 дом, кстати, это еще вопрос наследственных заболеваний, которые нам идут от наших родителей. Что же тогда такое ось 6 и 12 домов? 6 дом. Если вот в этих домах это причины, то здесь мы уже видим манифестацию болезни, то есть болезнь, которая ярко выражена, то есть она нам о чем-то говорит, в чем-то проявляется. То есть это уже, скажем так, физическая ипостась.
А 12-й дом у нас отвечает за вопросы кармы. Это то, что мы наработали из прошлых воплощений. То есть хотите в это верьте или относитесь к этому скептически. Но это вот как раз ответ для тех людей, которые говорят, вот родился маленький ребенок, да, уже с рядом каких-то болезней. За что ему такое? Такой ангелочек никому ничего не сделал. Но в этом случае этот ребенок отрабатывает либо карму прошлых воплощений своих, либо карму текущую своих родителей. Поэтому 12-й дом у нас с вами показывает какие-либо серьезные нарушения, которые отрабатывает человек. Потому что 12-й дом – это пребывание в больнице, это хронические заболевания, это скрытые заболевания, которые изначально не видны, а потом проявляются неожиданно. По этому дому очень часто проходят вопросы инвалидности. Если первый дом у нас просто показывает, как я говорю, физические какие-то недостатки, то есть это могут быть какие-то шрамы, это могут быть увечья, то 12-й дом в целом может показывать на вопросы инвалидности. Сейчас мы будем разбирать все, что характерно для вас, и анализировать каждый из этих домов. Итак, ваш 7-й знак зодиака. Вот попыталась вам здесь отобразить схематически. Здесь не знаю, насколько вам хорошо видно. Понятно, что все не нарисуешь, что в целом это, знаете, как вам разложила ипостась. Он управляет работой почек и водным балансом в теле человека. Помимо этого, весы влияют на состояние кожи и всех желез организма. И люди, которые родились под знаком весы, постоянно нуждаются в поддерживании баланса. Это может у вас вызывать головные боли, состояние тревоги. Все эти симптомы могут быть вызваны желанием человека достигнуть внутреннего спокойствия. В принципе, весы очень часто страдают от аллергий, кожных заболеваний, в частности, такие как, допустим, псориаз. В этом случае можно попытаться ввести заболевание в стадию ремиссии при помощи музыки, как это ни странно. Почему? Потому что музыка, она для вас будет как способ разблокировать свои чувства и снять подавленность души, которая жаждет гармонии и красоты. То есть вы можете как музицировать, так или просто слушать приятную музыку, может быть, посещать какие-то там концерты или мероприятия. Плюс любая энергичная деятельность, йога, они улучшат функциональность вашего тела. Но самое главное – это ваше эмоциональное состояние, потому что вам, как и в принципе большинству знаков зодиаков, категорически нельзя впадать в депрессии. Покровителем вашего знака зодиака является Хирон. Он отвечает за гармоничные отношения с обществом и миром. И вообще седьмой дом у нас отвечает за партнерство. То есть это брак, это официальные отношения, это деловые взаимоотношения, хоть с вашими, не знаю, там бизнес-партнерами, хоть с вашими врагами. Но это взаимоотношения с социумом в целом. Но это, знаете, как люди, или которые вас любят, или вас ненавидят. То есть это не просто там друзья, знакомые, покровители. Нет, тут или любовь, или ненависть. То есть другого не дано. И самое главное, вам важно находиться среди людей больше, чем другим знаком в обществе. Почему? Потому что вы таким образом соблюдаете баланс, вы напитываетесь энергией других людей. И для вас, поскольку седьмой дом у нас отвечает все-таки в большей степени за вопросы брака, партнерства, крайне важно найти идеального партнера. Потому что, по сути, для вас это такая ключевая точка кармической отработки. Во всяком случае, для многих представителей вашего знака зодиака. Второй управитель весов, Венера, она дает вам обаяние и чувственность, заточенность на добрые отношения. Кстати, у многих представителей знака зодиака весы тяга к прекрасному. Тут вы немножечко схожи с Тельцом. Вы любите все утонченное, роскошное, красивое, деликатное. У вас это прям тяга к любви, к красоте, роскоши, это ваше все. И еще такой момент. Если ваша личная жизнь или брак не складывается, то вы можете испытать глубокое разочарование, которое сильно подорвет здоровье. Поэтому здесь, как рекомендация, не пускаться сразу во все тяжкие, не строить легкомысленные отношения, потому что для вас это может оказаться пагубно. И в первую очередь у вас из-за этого будут страдать почки. Вторым слабым местом для вас является поясничный отдел позвоночника, и, конечно же, нервная система, потому что весы – это баланс, соблюдение баланса, соблюдение гармонии.
У некоторых из вас болезнь может пойти по эндокринной системе, которая в первую очередь является важнейшим фактором соблюдения гомеостаза в организме. И когда вот у вас нарушается гомеостаз, то есть, ну давайте назову по-другому, гармония в организме, да, болезни начинают наслаиваться одна на другую. Поэтому, если вы долгое время находитесь в подавленном состоянии, это в первую очередь сигнал к тому, что обратите внимание на почки. Вообще, представителям знака зодиака нужно контролировать почки, как никакой другой орган. Почки, надпочечники, все, что с этим связано. Почему? Иначе, если, скажем так, вы пропустите момент, когда пошли какие-то там заболевания или инфекции, это все может перейти в хронику. Плюс может нарушиться обмен веществ. Плюс могут усугубиться проблемы позвоночника. Главный залог здоровья для вас – это психологическая гармония. И, кстати, вы, наверное, один из тех знаков, которые категорически не любят конфликт, они для вас крайне губительны. И знаете, как вам внутренне крайне важно, нравится всем без исключения. Это внутренняя потребность и необходимость по принципу «я тебе несу добро, я хочу того же». Важно вам обращать внимание на внешний вид, потому что внутренняя гармония начинается с гармонии внешней. Именно в вашем случае, не наоборот. Потому что от того, насколько вы прекрасны внешне, вне зависимости, мужчина меня сейчас смотрит или женщина, это, знаете, как сразу влияет на ваше психоэмоциональное состояние. Плюс нужно вам щадить область поясницы и время от времени, конечно же, делать контрольные анализы мочи. Вообще весы отвечают за все, что у нас касается вокруг талии, то есть это и поясница, и вам категорически противопоказаны какие-то серьезные нагрузки, то есть быть грузчиком или профессиональным спортсменом, то есть нужно быть очень-очень осторожно, чтобы не сорвать себе поясницу. Помимо всего прочего, в более зрелом возрасте представитель вашего знака зодиака может домогать радикулит. Это, в принципе, знаете, как одна из ваших таких возрастных болезней. Ну и в целом позвоночник, знаете, как указывает на то, что радикулит для вас это такая довольно локальная вещь. Может вас еще, конечно, домогать и люмбага, то есть у каждого здесь по-разному, но вам это нужно контролировать уже, ну, скажем, не могу сказать, что так со среднего возраста, но то есть фактически с молодых ногтей уже заботиться о вопросах почек, поясницы и так далее. Плюс анализ домов, вот если мы будем с вами смотреть в целом, он нам дает возможность определить предрасположенность вашу, ну, к тем либо иным заболеваниям. Это подтверждается астрологическими методами. Но существует еще такое направление в медицине, которое раньше называлось психоэндокринология. Теперь оно называется нейроэндокринология. И вот это направление указывает, что небольшое изменение в гормонах сразу после рождения может определять состояние здоровья человека на десятки лет вперед. Поэтому они могут диагностировать человека на много лет вперед. Это достаточно близко к астрологии. То есть кому интересно, погуглите эти моменты, потому что это на самом деле увлекательно, и вы можете себя уберечь от многих проблем и ненужных, скажем так, ситуаций по здоровью, тем самым продлить годы своей жизни и качество своей жизни. Поскольку весы вообще отвечают за всю очистительную выделительную систему, это может также оказывать влияние на состав крови. Почему? Потому что ваш знак зодиака показывает нарушение в составе крови в результате неправильной работы печени, то есть когда кровь плохо очищается. Ну и, конечно же, говорю, кожа. Почему кожа? Потому что псориаз, нейродермит, они 100% связаны с эмоциональными проблемами. Нужно об этом помнить. Что еще? На что мы делаем акцент? В меру распределять физическую нагрузку. Старайтесь не изматывать себя. Спорт, безусловно, полезен для вашего организма, но не до изнурения. То есть это вообще не ваш случай. Особенно осторожно с поднятием тяжести. Особенно те, кто занимается там пауэрлифтингом и всем остальным. Здесь вы уделяете особое внимание своей страховке, если вы профессионально занимаетесь спортом. Хирон, кстати, который управляет вашим знаком зодиака, он еще как дополнительно указывает на то, что вам крайне важно также контролировать вопросы
работы и отдыха, потому что если вы длительный период себя загоняете и работаете на износ, ну, бывает у некоторых график, когда вы работаете вахтовым методом или вы работаете, ну, у каждого разная ситуация. Допустим, вы работаете сами на себя и думаете, так, все, неделю отпашу, потом себе сделаю, может быть, там когда-то выходной. Это не ваш случай. Иначе это вас будет вгонять в подавленное состояние. И как следствие сразу будет идти влияние на ваше состояние здоровья. Поэтому здесь, пожалуйста, с этим осторожно. Ну и в целом ваши спутники – это камни в почках, это вопросы нефрита, это воспаление мочевого пузыря, это уремия. И девушкам и женщинам нужно внимание обратить на возможность кист в яичниках, потому что действительно с этим могут быть проблемы. Поскольку вы у нас двойственный знак, вам очень сложно идти по жизни в одиночку. Поэтому я делала акцент на том, и 7-й дом, дом партнерства и брака, вам об этом говорит и на это указывает. И знаете, как счастье в вашей жизни, как бы это странно ни прозвучало, хотя я читала много вещей о том, что вы самодостаточный, вам не нужен партнер. И не говорю, что вы там без партнера или партнерши будете бедствовать и пойдете по миру. Нет. Но вот как раз через грамотное и гармоничное партнерство раскрываются все сферы вашей жизни, и в том числе здоровье, потому что рядом с гармоничным партнером ваше здоровье идет оно в баланс и становится в норме. Как только рядом с вами не тот партнер, у вас начинают вылетать те либо иные системы организма. Почему? Это сразу, знаете, как сигнализирует о том, что партнер вас не дополняет, он с вами не резонирует. И вы начинаете болеть, потому что это будет проявление накопленных обид, злости, разочарования в партнере или в партнерше. И как раз из-за этого у вас застаиваются почки. Вам нужно обратить внимание на психологическую сторону вопроса. Либо вы принимаете несовершенство себя или своего спутника, прощаете обиды, проживаете негативные эмоции, тогда болезнь отступает. Либо если вы этого не принимаете, проработать не можете, как следствие вам нужно отказываться от этого партнера, иначе оно для вас будет пагубно. Уж прошу прощения на банальном таком примере у девушек и женщин, и если рядом с вами будет не тот партнер, на хронической основе будет у вас проявление кандидоза. Казалось бы, вроде бы каким образом здесь может быть взаимосвязь, и все думают в первую очередь, что все-таки это все от кишечника. Да, безусловно, это так, но тот же кишечник – это та же психосоматика, те же нервы. Поэтому задумайтесь над этим. Поскольку для вашего знака большое значение имеет энергетика, то все ваши болезни исходят от снижения сопротивляемости холоду, стрессу или чему-то еще. Опять же, должны себя беречь от холода, в частности, ноги. Потому что у вас, ноги, поясница, потому что у вас сразу будут страдать почки. И еще такой момент, постоянные сомнения, неуверенность в себе, это вот те опасности, которые снижают сопротивляемость вашего организма к болезням. Поскольку большинство из вас крайне склонны к самокопанию, самоедству, это может вести к нервным расстройствам, к неврозам. И здесь вот эти вот проблемы с нервной системой можно исключить, если вы будете практиковать то, что вам является близким. У кого-то сессия с психологом, у кого-то йога, массаж, танцы, арт-терапия, чтение книг. Но вот если вы чувствуете, что вы начинаете впадать в какое-то состояние депрессии, сразу должны переключиться на то, что вас эмоционально включает в позитив. Ну и, конечно же, в первую очередь еще, поскольку вы люди воздуха, вам крайне важна для вас эта смена картинки, смена обстановки. Знаете, как напитаться новыми эмоциями. Потому что за счет этого развивается ваш энергопотенциал. Поэтому путешествия, новые впечатления, пусть даже это путешествие выходного дня, вы поехали в какой-то соседний город или поселок. Я понимаю, что не у всех есть ресурсы путешествовать куда-то далеко. Но тем не менее, вот эта вот смена картинки, смена локации, она крайне благоприятна на вас сказывается. Но опять же, в путешествиях еще раз делаю акцент. Важно держать ноги в тепле, потому что это в первую очередь связано с вашим кровообращением. Оно у вас довольно-таки вялое. Плюс, поскольку у вас ярко выражено влияние кислотно-щелочного баланса на общее состояние здоровья, вам желательно регулярно употреблять цитрусовые и отказаться от острых специй. Плюс, как я говорю, исключайте сквозняки, сырость,
насколько это возможно. Избегайте конфликтных ситуаций, потому что они очень сильно истощают вашу энергетику. Ну и, конечно же, вторая половина, которая будет вас заряжать здоровьем. Потому что если рядом с вами тот партнер, который нужен, поверьте, вы будете долгожителями. Это факт. Ну а сейчас мы с вами будем анализировать по домам те рекомендации, которые вам нужно соблюдать для того, чтобы действительно улучшить свое состояние здоровья в целом. Итак, посмотрим, проанализируем с вами второй дом. Что здесь по второму дому? Второй дом – это то, на что мы можем влиять самостоятельно. И неспроста у вас здесь ложится пятерка чаш. Что такое пятерка чаш? Карта горе, апатии, депрессии, ситуации, когда все, весь мир рухнул, хочется лечь и умереть. Так вот, вы можете и вы в состоянии влиять на свой психоэмоциональный фон. Вам категорически противопоказано долго там, не знаю, горевать, переживать, быть в трауре. Я понимаю, что от этого сложно себе сказать, все, перестань быть в трауре. Но проблема ваша заключается в том, что вы очень сильно залипаете на этих вещах, и тогда здоровье вылетит полностью. Как хотите, но нужно контролировать эти моменты. У каждого, конечно, здесь будет свой рецепт, как поступать в этой ситуации, но это для вас жизненно необходимо. Что у вас проходит по 8 дому? Давайте посмотрим. Здесь рыцарь мечей. Что такое рыцарь мечей? Рыцарь мечей в 8 доме – это резкие, кризисные, критические ситуации. То есть у вас есть риск, это когда выходят камни в почках, это когда схватило, скрутило, потому что это резкие колики и боли. И 9 жезлов говорит о ситуации «защити себя». Каким образом? Поскольку у нас мечи еще непосредственно отвечают также за влияние холода, как я говорила, сквозняки, то 9 жезлов – это карта защиты. То есть защитить себя, не допускать вот этих вот моментов, особенно переохлаждения, иначе пагубно скажется на вас. Но помимо всего прочего, что такое еще рыцарь мечей в 8 доме? Рыцарь мечей в 8 доме – это когда вы сами себя пагубно подвергаете каким-то, назову так, экстренным ситуациям. Сейчас дотяну, даже посмотрим. И здесь ложится рыцарь жезлов. Это когда воспалительные процессы у вас переходят в хронику, потому что вы на них не обращали внимания. По принципу, тянет почка, выпью таблетку, потянет, перестанет. А здесь нет, здесь нужно, если тянет, колет, мы идем к врачу, иначе эти воспалительные процессы перерастут в хронические заболевания, и как следствие будете потом лечиться длительный период своей жизни. Смотрим с вами 6 дом. О чем здесь идет речь? Так, по 6 дому у нас здесь ложится король монет. Поскольку у нас 6 дом это и есть физическое выражение болезни, как мы видим, давайте я вам поверну, чтобы было видно. Это образование камней, это образование доброкачественных образований. Сейчас даже дотяну, что здесь. То есть это кисты могут быть. Поскольку дотягиваю аркан, 10 монет. Это могут быть фолликулярные кисты, в частности, которые сами проходят, появляются, сами проходят, но тем не менее нужно мониторить. И у многих из вас это еще могут быть какие-то наследственные вещи. Но это в большей степени касается девушек и женщин. Поэтому, девочки, следите за своим женским здоровьем. То есть раз в год у вас стабильно должен быть чекап-лист, даже если у вас ничего не болит. Поверьте, лучше предотвратить болезни и, знаете, как сделать профилактику, чем потом уже разгребать то, что есть. И смотрим с вами 12 дом. О чем здесь идет речь по 12 дому? 12 дом, туз жезлов. Опять же, жезл это у нас повышенная температура и все воспалительные реакции. Но с чем у вас это связано и как это проработать, сейчас посмотрим. А у вас это связано с тем, как, вот смотрите, 9 чаш, 5 монет и король мечей. У вас это связано напрямую с личной жизнью, потому что такое 9 чаш? Это быть в любви, это быть в гармонии. А 5 монет и король мечей – это ситуация, когда рядом с вами не тот партнер, который вас не раскрывает, а наоборот угнетает. Причем это характерно как для мужчин, так и для женщин. 5 монет и король мечей, то есть рядом с вами не та вторая половина. И у вас на психосоматическом уровне это как отторжение партнера и любые воспалительные реакции в организме. Что ж, информацию вам дала, предупрежден, значит вооружен.
Я верю в то, что эта информация вам будет во благо. И если вы будете, скажем так, применять ее на практике, она, безусловно, благоприятным образом скажется на вашем самочувствии, на вашем состоянии здоровья. Я вам искренне от всей души желаю крепчайшего здоровья, долгих-долгих лет жизни, счастья, благополучия и, конечно же, реализации. Буду ждать от вас комментариев, обратной связи относительно того, резонирует с вами эта информация или нет, как она проигрывается в вашей жизни. Мне будет интересно почитать, я думаю, остальным тоже. Я вас благодарю за просмотр и за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.